Два созвона за 2 дня, что обсуждали Трамп и Зеленский. Вместо переговоров с Украиной второй фронт. Кремль угрожает войной еще одной стране. Важный успех ВСУ. Штурмовики возвращают контроль над очередными населенными пунктами. Преступников в Казахстане ждет новое наказание. Обмен ударами и десятки погибших. Еще 2 страны оказались в состоянии конфликта. Одна из них ядерная. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дональд Трамп опять говорил с Владимиром Зеленским второй раз за 2 дня. Об этом президент Украины рассказал в своем телеграм-канале. Сегодня тоже был очень продуктивный разговор о защите жизни в нашей стране, усиление и что касается ПВО, и что касается нашей стойкости, и что касается нашей дальнобойности. Много деталей по вопросу энергетики. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит. Как утверждает Financial Times, после такого разговора президентов в июле США начали помогать Киеву разведданными, которые сильно повысили точность и частоту ударов по российским НПЗ. Неделю назад Трамп сказал, что практически принял решение о передаче Киеву томагавков. Хозяин Белого дома добавил тогда, что только хочет уточнить у украинской стороны, куда этими ракетами собираются ударить. Официального подтверждения нет, но, возможно, как раз это обсуждали во время последних созвонов Трамп и Зеленский. В Москве делают вид, что намеков не понимают и садиться за стол переговоров с Киевом по-прежнему не желают. Хотя слово «томагавки» вызывает в Кремле реакцию почти паническую. Тема томагавков вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное. Президент Украины высказался на тему дальнобойных ракет в последовавшем видеообращении. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Вместо того, чтобы воспринять прозрачные сигналы из Вашингтона, Кремль решил грозить еще одной стране. Молдову не ждет ничего хорошего, если она продолжит выстраивать отношения с Европой за счет противостояния России, заявил тот же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Повод для такой реакции – новая военная стратегия республики, принятая на днях. В документе Россия названа главной угрозой. Кишинев решил увеличить армию на треть, поднять расходы на оборону до 1% ВВП и переходить на стандарты НАТО. В стратегии описаны риски, связанные с присутствием около 2000 российских так называемых миротворцев в Приднестровье. Продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии. Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, делает серьезную ошибку. Они считают, что, собственно, линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству. Кремль не сразу отреагировал на принятие новой стратегии в Кишиневе. Возможно, потому что Владимир Путин был занят извинениями перед Ильхамом Алиевым на саммите СНГ в Таджикистане. Хотя еще совсем недавно российская пропаганда и депутаты Думы тоже угрожали Азербайджану то орешником, то началом второй СВО. Россия продолжает методично бить по украинской энергетике. Новой целью стала Киевщина. В Бориспольском районе российский дрон атаковал подстанцию. 2 энергетиков ДТЭК получили серьезные ранения. Оба госпитализированы. Из-за удара 3 населенных пункта частично обесточены. Без света остались почти 10 тысяч семей. Ситуация на фронте остается напряженной, но есть хорошая новость. Украинские защитники осуществили заметный прорыв на запорожском направлении. Штурмовики ВСУ освободили село Малые Щербаки и продвинулись на 3,5 километра, заняв и укрепив новые позиции. Над освобожденной территорией взвился государственный флаг Украины. Операцию осуществили подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка.
Этот успех – результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг – это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери. Мы продолжаем бороться за каждый метр украинской земли, и мы обязательно победим. Одновременно украинские подразделения освободили село Щербаки и частично Степовое. Эти населенные пункты были ключевыми опорными точками российской обороны с весны текущего года. Теперь ВСУ не только вернули контроль, но и закрепились на новых стратегически важных рубежах. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь именно вы решаете, узнать ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта. И продолжаем. Еще две страны оказались в состоянии войны. На границе Афганистана с Пакистаном вспыхнули ожесточенные бои. Предпосылкой стало заявление Минобороны талибов о начале операции возмездия, после того, как Исламабад нарушил воздушное пространство Афганистана и нанес авиаудары по Кабулу, пытаясь ликвидировать лидера Техрик и Талибан Пакистан. Ответная операция талибов охватила 8 приграничных провинций. Цель – объекты, с которых запускали дроны на территорию Афганистана. По данным талибов, в боях погибло 58 пакистанских военных, еще 30 получили ранения. Захвачено 25 позиций противника. Мы достигли своих целей в ходе военной операции. Операция завершилась к полуночи, но талибы предупредили, если воздушное пространство будет снова нарушено, ответ последует. Друзья Афганистана, Катар и Саудовская Аравия заявили, что война должна прекратиться, поэтому война прекратилась с нашей стороны, и ситуация теперь под контролем. Что ж, мы хотим хороших отношений. Армия Пакистана подняла в воздух истребители, задействовала танки, артиллерию и дроны, а также захватила 19 афганских пограничных постов. Граница между Афганистаном и Пакистаном составляет более 2500 километров. Исламабад закрыл ее после стычек с талибами. Мы застряли здесь из-за войны. Люди говорят, что на границе идут бои. Дети, женщины и старики, которые находятся здесь с нами, больны. Нет ни воды, ни еды. У нас нет денег, чтобы прожить здесь даже несколько дней. Бежавший в Россию Башар Асад вместе с семьей обосновался в Москва-Сити, где им принадлежит около 20 квартир. Об этом пишет немецкая Die Zeit со ссылкой на источник из ближайшего окружения бывшего диктатора. Издание даже дало точные координаты. Апартаменты Асадов находятся в левой башне комплекса «Башни Москва» высотой 76 этажей. По словам источника, сам бывший тиран занимает 3 роскошных апартамента в многоэтажке с торговым центром внизу, который он иногда посещает. В остальное время, как утверждают, Башар Асад проводит часы у монитора компьютера. Правда, занят экс-диктатор не подготовкой переворота, перепиской со своими приверженцами на родине или чтением новостей. Башар просиживает дни за компьютерными играми. Семья свободно передвигается по Москве под охраной телохранителей, а младший брат Башара, Махер Асад, живет в отеле Four Seasons. Башар Асад был вынужден удрать из Сирии в декабре прошлого года после почти четвертьвекового правления. Он возглавил Сирию в том же году, когда Путин стал президентом России, после смерти отца кровавого диктатора Хафиза Асада. Поначалу получивший образование в Лондоне врач-офтальмолог даже обещал реформы, но потом пошел по проторенной отцом тропе. По некоторым оценкам, количество жертв режима Башара Асада и его российских пособников может достигать 500 000. Новости из Казахстана, которую подхватили многие ресурсы на постсоветском пространстве. В стране появится новое наказание для одной категории преступников. Речь идет о педофилах, которых ждет неприятная процедура – химическая кастрация. Она будет проводиться в конце тюремного срока за полгода до освобождения. Администрация колонии должна заранее направить в суд материалы для судебно-психиатрической экспертизы, чтобы определить склонность к сексуальному насилию. Новые меры начинают действовать уже с 17 октября. Вот только можно ли доверять тюремной и судебной системе в стране, где силовики еще недавно у несогласных с режимом выжигали желание протестовать утюгами?
Подождите, не переключайтесь, у нас для вас еще подборка оптимистов. Губернатор Белгородской области пожаловался, что из-за обстрелов ВСУ весь регион спит с открытыми глазами. В интервью «Комсомолке» Гладков дал противоречивый прогноз, цитирую: «Надеемся на лучшее, но исходим из того, что еще прилетит». Александр Лукашенко успокоил любимого журналиста Путина, который разнервничался из-за томагавков. Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. Я как-то говорил уже, может, даже и вам, что у нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому он, мне кажется, где-то так это наклоняет. Подождите, Трамп что делает с Путиным? Опять несменяемый руководитель ляпнул что-то лишнее, но потом успокоил. Потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит. Но уверенности в том, что не полетит послезавтра, у Лукашенка, похоже, нет. Вышла в ефір і Юлія Тимошенко. Я, наприклад, знаючи інформацію, вірю, що завершення цієї війни не за горами. Чей оптимизм вас зацепил больше? Признавайтесь в комментариях. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.